Так, всем привет, начинаем новый стрим. Начинаем с проверки, как оно все работает. Стрим. Привет, Бусти. Привет, ВК-1. Привет, ВК-2. Привет, Ют. Ну, вроде все везде работает. Поэтому, если есть что сказать, возразить, пожелать, просто пишем в чате под видео. Если же хотите, чтобы ваше сообщение было 100% озвучено, обсуждено, или, например, вы хотите показать какой-нибудь видеоклип с YouTube, без разницы, песенку, новости или еще что-то, переходим на донатную ссылку, вернее, переходим по донатной ссылке. В поле для сообщений пишем сообщение, в поле для ссылки на YouTube вставляем ссылку на YouTube. И все. Сообщение на экране, видеоролик тоже посреди экрана, без какой-либо цензуры, все это смотрим, обсуждаем, 100%. Собственно, как-то вот так. Вопросов не сильно много пришло, поэтому переходим к вопросам, которые вы наприсовали. Начинаем, так сказать, с самого начала. Министерство юстиции решило начать проверку Ельцин-центра в Свердловске на предмет деятельности инагента. То есть признать иностранным агентом не какого-то конкретного человека, а сразу весь Ельцин-центр, само учреждение. После этого посыпались, наконец-то, думали, не дождемся и тому подобные крики-визги от турбопатриотов. Но хочется этих самых турбопатриотов немножко огорчить. Во-первых, Ельцин-центр – это музей, а значит, его деятельность подпадает под закон о музейной деятельности. А значит, данное учреждение просто-напросто по этому закону не может быть признано иностранным агентом. Это во-первых. Во-вторых, кто стоит во главе этого самого Ельцин-центра? Глава администрации президента, министр обороны,
губер области Свердловской. Еще 5-6 человек рангом не сильно более низким, чем у вышеназванных персонажей. Как думаете, какой-нибудь правоохранитель с такими учредителями, главными персонажами сможет сказать, что, ребят, вы все сделали неправильно, и музей будет иностранным агентом? Поэтому даже если бы не было закона о музеях, данная инициатива закончилась бы сразу же после того, как началась. Поэтому ладно, пропускаем эту новость и переходим к следующей. Московский суд признал Яндекса виновным в непредоставлении ФСБ информации о пользователях сервиса Яндекс.Услуги. Бывает и такое. Ну, во-первых, практически вся верхушка этого самого Яндекса уже давным-давно съехала из страны. И считать Яндекс российской конторой можно, ну так, с небольшой натяжечкой. И опять же, вспоминаю, ну, не то чтобы недавнее, но не сильно далекое прошлое. Компания Яндекс владела Яндекс деньгами. И был там еще один спонсор, помощник по технологиям, ну, чтобы платежи туда-сюда переводить, местная Сберкасса. И Яндекс решил от этой самой Сберкассы отказаться и открыть свой банк, чтобы все платежи проходили через его сервисы, а не через какие-либо Сберкассы. Ну и что произошло? Сберкасса быстренько выкупила еще несколько процентов, получила блокирующий пакет и выкупила все остальные Яндекс деньги, обозвав их Юмань. Я пользовался практически с самого начала Яндекс деньгами, сейчас пользуюсь Юманями. И если честно, после того, как Яндекс деньги стали Юманями, лучше не стало. Хуже, правда, тоже не стало. Но ничего хорошего, кроме кучи спама, опросов. А вы знаете, как вы тратили деньги зимой? Да, я знаю, как я тратил деньги зимой. И мне приводят таблицу, вот смотрите, 90% покупали вот это осенью, а зимой стали покупать только 70%. И к чему мне вот эта информация? Зачем она? Просто отправить что-то, чтобы что-то отправить? Ну, добились того, что приходит информационное письмо от Юмани. Открываешь, видишь очередной какой-то вброс и не читаешь его, удаляешь. Сейчас уже настроено правило в почте, как только подобное письмо сваливается, если оно не содержит определенных слов, то оно удаляется. И в почте остаются только письма,
где есть слова «ваш кошелек пополнен» или «с вашего кошелька сняты деньги». Все остальное, я бы даже рекламным бредом не назвал, потому что совершенно ненужная информация. Какое мне дело, как все пользователи Внимание тратят в процентном отношении свои деньги. Кто как хочет, кто как умеет, тот так и тратит. Ну а если вернуться обратно к Яндексу, то что его держит здесь, в России? Ну, что-то держит. Но если, например, они напишут Яндекс латиницей, добавят какой-нибудь инк и скажут: да, у нас есть отделение, которое работает в России, но мы это отделение финансируем только в плане его работоспособности. И все. А все остальные наши отделения будут работать, например, в Евросоюзе, который пока еще не развалился, или в какой-нибудь из двух Америк. В Африку, я думаю, вряд ли полезут. С Австралией. Поэтому либо ФСБ некорректно сформулировал свой вопрос, либо Яндекс решил конкретно нарваться. Ну а что там выйдет дальше, посмотрим. Российским компаниям хотят запретить размещать рекламу у иностранных агентов. Как говорят в народе, две большие разницы. Запретить и хотят запретить. Если бы хотели запретить, уже бы обсуждали в третьем чтении закон и, скорее всего, бы сразу бы и приняли. А так, может быть, пугают, может быть, рекламу себе набивают, может быть, еще что-то тому подобное делают. На мой взгляд, просто ведут пустые разговоры и ничего более. Если бы хотели, давным-давно бы запретили. Но опять же, поживем увидим, посмотрим. Тем временем ГИБДД Москвы за 2 дня оштрафовала более 2000 владельцев самокатов, велосипедов и прочих самодвижущихся электрических повозок. При этом мэр Москвы господин Собянин выступил и сказал, что в Москве не будут запрещать передвижение на данных видах транспорта. В более подробной информации сообщается, что большой процент, больше половины из этих персонажей оштрафованных работали либо курьерами, либо в доставке. Что, в принципе, то же самое. Схватил рюкзак, одел большую сумку и поехал. Чем быстрее развезешь, тем быстрее второй рюкзак получишь. Тем больше денежек домой привезешь. Собственно, как-то оно вот так. Но, в принципе, информация о том, что где-то кого-то еще штрафуют, некоторых персонажей, скорее всего, не остановят, но других заставят немножко подумать.
Я просто-напросто не знаю, какая сумма штрафа идет. Ну, если, например, 100 рублей, то, скорее всего, вызовет какую-то усмешку и все. А если, например, курьер на самокате получит штраф 1005, 10, 15, 20, что маловероятно, то другой курьер будет ехать уже немножко помедленнее. Хотя, скорее всего, скажет тот, рулить не умел, а я умею, поэтому поеду как могу. Ну и в завершение, практически самый конец стрима. Откуда берутся украинские шпионы и диверсанты на освобожденных территориях? Откуда они берутся? Ну да, это такая шутка юмора, но берутся они ровно оттуда же, откуда и все остальные сограждане. А вот как они становятся украинскими шпионами и диверсантами, это это даже не вопрос. У нас идет постановка вопроса такая, что мы не воюем с украинцами. Мы воюем с режимом Зеленского и прочих персонажей. Они плохие, мы их победим. И все. На этом все закончится. Ну и решим еще какие-то вопросы, которые царь-батюшка говорит, что да, вопросы есть, вопросы решаются, пока еще не решились. Но конкретно что за вопросы, кроме какого-то неопределенного защиты русских людей, не озвучивают. Ну, в принципе, ладно. Но на практике, так ли это на самом деле? Вот если ползаете по телеге и смотрите какие-нибудь каналы тех же самых турбопатриотов, то наверняка заметили, что на этой неделе, еще только среда, уже было 2 ролика о том, как в Мариуполе в автобусе или в троллейбусе или еще там где-то сначала девица, потом парень накинулись на военного, что-то сюда приехал, кого-то тут освобождал, от кого-то нас освобождал, и все такое и тому подобное. Да, персонажи были резко высвечены, задержаны и записали видео, где они приносят свои глубочайшие извинения, что они были неправы и больше так не будет. Ну, может быть, они так и не будут. Но когда к ним позвонит Микола и скажет: ребят, вы сделали глупость. Зачем в автобусе, троллейбусе подобные шутки устраивать? Ну, даже хорошо, вас не поймали. Чего бы вы добились? Ну, посмеялись бы над вами, и все. А вот если вы возьмете бутылку керосина, бутылку еще чего-нибудь и бросите в окошко, и если перед этим пройдетесь под окошками, посмотрите, много ли там макулатуры, стоят ли там сейфы, есть ли там какая-то еще дорогостоящая аппаратура и тому подобное, тогда вы нанесете конкретный ущерб. Если бы вы также смотрели те же самые турбинные каналы, вы бы заметили, что периодически раз в неделю, редко когда только одна информация проходит, а так 2, 3, иногда 4 таких, что где-нибудь уже на территории России ФСБ задержали человека, который пытался связаться с англичанами, с американцами, с украинцами и пытался им дать понять, что он будет работать на них
за умеренные деньги. Дорого не возьмет, но и дешево тоже не даст себя использовать. И вот если таких, ну, наверное, 99%, хотя почему-то они для нас считаются русскими братьями, просто не повезло, жили на украинской территории, то точно таких же здесь уже поменьше. Но они все равно есть. Такое воспитание. И воспитание, когда говорю воспитание, я не имею в виду того, как воспитывали папа и мама. Я имею в виду отношение к государству. Не к этому конкретному человеку. Как правило, они все, ну, не вот, что прям высокопоставленные работники. Но это не охранники в магазине, не дворники, не уборщики какие-нибудь там общественных клозетов. То есть это инженеры, научные работники. Ну, достаточно неплохо зарабатывающие люди. Не миллионеры, миллиардеры, но деньги у них есть. Не голодают, по крайней мере, это точно. Ну, что-то как-то вот хочется им вот туда сделать так, сделать это. Да, пока местных ловят. Ну, а с другой стороны, если мы кого-то не поймали, то может быть потому, что мы просто-напросто не знаем о его существовании, и он просто около батареи поставил бутылки, положил ружье и ждет часа Икс, чтобы начать раскидывать коктейли Молотова и стрелять из своего, вернее, из дедового ружья. Как-то, ну, вот так. Но разговор начинался украинских шпионов и диверсантов. Но вот они именно там. Там они все. Кому позволяет здоровье. Понятное дело, что какой-нибудь инвалид-колясочник вряд ли пойдет в шпион и диверсант. Ну, просто-напросто за кем он будет шпионить? За дежурным врачом? Ну, а если он где-нибудь работает, ходит, опять же, кушает, то, скорее всего, по ту сторону фронта у него остались друзья, с которыми он, может, часто, может, редко переписывается. И понимает, что либо мы освободим там все, и тогда он сможет встретиться со своими друзьями, либо, ну, линию забором обнесут, поставят, и он с ними уже не сможет встретиться. Будут так в чатиках вместе чатиться. Понятное дело, что все это так. Голые рассуждения. Но когда с СВО начиналось, я высказывал свои недовольства. Да, я не могу учить, там, советы давать генералитету в штабах и прочее, прочее, прочее. Но лично я не понимал тогда и не понимаю сейчас. С какой стати они стали какими-то братьями? Кому братья? С какой они стати? Взорвали нахрен один город. Градами, ракетами, катюшами, чем угодно. Подошли к следующему. Взорвали. Подъехали к следующему.
Взорвали не подстанции. Все полностью. Сравняли с землей. Жилые кварталы, жилые районы, заводы, фабрики, ТЭЦы, автостанции, вокзалы. Все. От начала до конца. Когда подойдем к 5-му году, из него просто-напросто все убегут. Потому что узнают, да, сейчас срок выйдет, прилетит, сравняет и поедут дальше к следующему. Сири проснулась и что-то там нашла. Поэтому я думаю, этот вопрос снят. Я тем временем давайте перейдем к распаковке. Распаковать не то чтобы есть, но что-то было. Распаковывать сегодня будем наушники Air Pro 6. У одних они Xiaomi, у других Redmi, у третьих просто No Name. Начнем с того, что посмотрим, как вскрывается пакетик. Так, начинаем вскрывать еще один пакетик. Мелкий пакетик. И возьму мелко по мелкая инструкция. Мелкий проводок USB-A на USB-C. И еще один пакетик с наушниками. Смотрим. И убежал. Наушник. Маленький, простой.
Оказывается, создавать пар. Это немножко напрягает. Это... В общем и целом, первое подключение прошло с большими глюками. Хотя телефон показывал, что кейс заряжен на 100%, а сами наушники на 40%. Однако, все-таки подключив, выйдя на улицу, один наушник выключился примерно минут через 5, второй минут через 10. Вернулся домой, вставил в кейс я их сразу, как из ушей вытащил, поставил на зарядку, часик позаряжались. После этого взял свой iPhone, открыл кейс, на айфоне появилось всплывающее окошко. Не с этими наушниками, другое, но имя правильное. Air Pro 6. Предложила нажать кнопочку, которую я даже сначала и не увидел. Думаю, бумажка какой-то там наклеили. Потом при случае отдеру. Нажал, появилось сопряжение с айфоном. Сообщение о том, что создается пара создана. И теперь просто достаю наушники, вставил в уши, запустил плеер. Играют громко, звонко, четко, просто замечательно. Не вот что прям какой-то там хай-фай, но очень-очень достойно. Теперь о недостатках. Недостаток здесь, он один, на мой взгляд. Это управление наушниками. Да, в инструкции там прям много-много строчек написано. Один клик поднять трубку, один клик положить трубку, пауза. С левой стороны кликнешь, будет тебе следующая песня, с правой стороны предыдущая песня. 3 раза кликнешь по одному наушнику, не помню по какому, громкость увеличится, по-другому громкость уменьшится. На практике все эти клики, нет, они работают, но куда конкретно кликать? Да, есть картинка на сайте продавца, на Алике, там менюшка, когда эти картинки смотришь, на одной есть вот здесь зона, куда надо прикасаться. Если наушник вставлен в ухо, то эта зона примерно 7-8 миллиметров на вот этой палочке, которая торчит с внутренней стороны. То есть это надо умудриться подлезть туда, не касаясь наушника, кликнуть, чтобы наушник не вылетел из уха. Почему нельзя было сделать, ладно, на той же самой палочке, но снаружи. А лучше вот в этой штуке, которая вставляется в ухо, но
на изгибе, то есть тоже не та часть, которая внутри уха, а которая снаружи. Было бы просто щелк-щелк, все. На практике поднять трубку, опустить трубку можно. Но я не пытаюсь достать до той площадки, которая работает на тактильность, а просто с обратной стороны прижимаю наушник. Назовем это щекой. Просто нажал, повезло, с первого раза сработало. Как правило, часто везет. Но бывает то, что вместо поднять трубку подняли, вызвали Siri, трубку опустили, еще какую-нибудь ерунду придумали. Увеличить громкость ни разу не получилось, хотя специально сел на кровать, вставил наушники, одел, вернее, включил музыку, и вот давай пробовать. Пока пробовал, если честно, замучился обратно запускать музыку, снимать паузы, отключать Siri. И теперь просто, телефон зазвонил, взял телефон, поднять трубку, разговор через наушник. Как правило, эта ерунда включены всегда по умолчанию. Потому что наушники все же подключены. Говорить через них, слышно хорошо, причем слышно обе стороны. Я хорошо слышу, и меня неплохо слышу. Без каких-то глюков, скрипов, визгов. В целом, учитывая цену наушников, можно брать хорошие. Ну а теперь потихоньку, полегоньку к завершающей части стрима, киносериальной части переходим. Под номером 1 пойдет фильм с названием «Гипнотик». Бен Аффлек, Родригес режиссером. Но сначала давайте посмотрим трейлер. Что вы видите? Ваша дочь. Парк. Я ведь отвлекся. Лишь на секунду. Вас вызывают? По-вашему, я готов? А по-вашему? Лишь работа не дает мне сойти с ума. Что случилось? Я хочу сообщить об ограблении. Когда оно произошло? Произойдет сегодня. Мужчина на скамейке. Он явно что-то задумал. Сегодня очень жарко. Прямо как в печке. Прямо как в печке. Там есть банковская ячейка. Это Д? Номер 23. Вам нужен не я! Где она? Я знаю, это вы сообщили об ограблении. Кто вы такая? Почему незнакомые друг с другом люди вместе совершили налет? Вам о чем-нибудь говорит термин гипнотики? Гипнотики? Гипнотики способны воздействовать на мозг звуком, голосом, Огоньку? взглядом в глаза.
Дан гипнотики вынуждает вас видеть ту версию мира, которой не существует. Никс! Это уже не он. Никс, стой! Я должен знать все. Почему я? Почему моя дочь? Вы не знаете, с кем столкнулись. Это все нереально! Назад! Все, что вы чувствуете и делаете, кажется полностью нормально. Коротко по сюжету. У детектива похищают дочь. Похититель пойман, но ничего не помнит. С головой беда. И где ребенок? Не знаю. Полицейский ищет, найти не может. Поэтому ходит по американской традиции к психотерапевту. Выйдя от психотерапевта, получается сигнал, что какой-то банк сейчас будут грабить. Едет туда с напарником. И в банке видит персонажа, который подходит к любому человеку, которому захочется. К тетке подошел. Сейчас жарко. К охранникам подошел, что-то сказал. Те тоже среагировали. Тетка начала раздеваться, устроила большую автокатастрофу. Там из 5-10 машин. Охранники просто-напросто забежали с ружьями в банк, начали палить. И передали данному персонажу ячейку, которую нужно было спереть. Потом детектив находит женщину, которая предупредила о данном ограблении. Потом тот странный персонаж начинает за ними гоняться. И детектив узнает о гипнотиках, таких людях, которые могут подойти, что-то сказать, и для конкретного человека реальность меняется. То есть он будет делать то, что нужно, чтобы он сделал для гипнотика. Потом детектив узнает, что он сам гипнотик и такой не особо хитрый. Потом он узнает, что женщина, которая навела на это странное событие, его жена. Потом он узнает, что дочь, вернее, то, что все это уже 12-я попытка узнать у него, куда он спрятал свою дочь, которую уже, как выясняется, не похитили, а он сам куда-то дел. И злодей, который был в самом начале злодеем, становится уже не злодеем, а работником госкорпорации, который работает в клубе красных пиджаков или этих самых гипнотиков. Все те люди, которые там погибали, с которыми как-то контактировали, ходят в красных пиджаках. И все работают там, и никто из них не погиб, а просто Чикаго, Мексика, еще там какие-то горы, плантации. Все это на небольшой площадке, немножко подстроили. С одной стороны домик, с другой стороны фанерка обычная. И вот эта корпорация пытается выяснить у мужика, куда он спрятал дочь. А дочь родилась от двух не самых слабых гипнотиков и обладает огромной силой. Тоже гипнотик, тоже все тому подобное. И в конце концов дядька
Бен Аффлек, который сбегает, прибегает сначала куда-то там на ферму в лесах, который потом оказывается какой-то заброшенный сарай в пустыне, где все гипнотики под влиянием дочери расстреливают друг друга. Алисия Брага, которая мама, все вспоминает и ой, как здорово, мы все победили. И на этом кино заканчивается. Смотреть интересно, но вот ты смотришь, стрельба, пальба, такое впечатление, как будто смотришь какую-то более современную матрицу. Без Киану Ривза, но матрица. И вот как только ты приготовил, что вот сейчас будет что-то еще интересное, какой-то, получается, что все персонажи собрались в одном месте, все убивают друг друга, и главные герои остаются живыми, здоровыми, достигшими своих целей, и кино заканчивается. То есть как-то оно, первые 2/3 снято просто на 5 с плюсом, а концовка разочаровывает. Но это лично мое мнение. Стоит ли смотреть? Да, посмотрите. Ну и, собственно, второй трейлер. Привет. Отойди. Назад! Давай, дергай! Тайлер, 9 месяцев назад ты пережил клиническую смерть. Но ты боролся и смог вернуться. Ты вернулся ради этого. Зачем? Тайлер Рейк. Операция по спасению Бара. Тайлер Рейк, операция по спасению, часть 2, или просто по импортному Extraction 2. После первой части главный герой валяется в коме, валяется долго, полгода не ходит, потом его отвозят в Альпы в Австрии, где он покупает 2 кур и со своей собакой, 2 курами смотрит телевизор, колет дрова, пока не получает письмо от своей бывшей жены, которая говорит то, что ей нужна помощь, и помочь ей может только он. Приезжает негр, правда без 2 таблеток, и объясняет ему, что да, вот он сейчас его туда привезет, куда надо. Он должен вытащить сестру своей жены с детьми, и после этого не попасться. Если все пройдет нормально, его вытаскивают, все будет хорошо, чинно, благородно. Главный герой со своей командой приезжает в Грузию, где есть крупные мафии. 2 брата-акробата. И вот они там губернаторов, президентов назначают.
а американцы против. И одного брата сажают в тюрьму за то, что он агента национальной безопасности Америки выкинул с крыши. Но сажают не просто так, а в отдельную камеру, в эту же тюрьму сажают его жену и 2 детей. Ну, мало ли чего. Захочется ему с детьми поиграть или жену навестить. Тут все в одной тюрьме. То есть это так, нормально. И вот жену и детей нужно вытащить. Ну и как всегда, как говорится в народе, красиво было на бумаге, но забыли про овраги. Спокойно, без всяких проблем, стрельбы, пальбы, сунув охраннику пачку денег, заходят, проходят. И если бы у дочки из рук ничего не падало, то точно так же бы спокойно и вышли. Но спокойно выйти не получилось. Поднимается паника, в тюрьме восстание. Приходится бить направо-налево. Потом по всей Грузии за ними оставшиеся на свободе или еще не посаженные работники из этого братства бегают, скачут. Самого же папу главный герой прибил еще в тюрьме. Но брат данного человека решил отомстить. И чтобы тут не пошло не так, но ну все, улетели в Швейцарию, в Австрию, куда там, в Европу, приземлились на небоскребе, спокойно сидят, отдыхают, но сын решил стать таким же, как папа. Берет телефон, сообщает ему: я здесь, прилетай сюда. И решит сознаться в этом, то, что он всех сдал, в тот момент, когда уже видно вертолет, который прилетел. В итоге половина положительных героев прибили, отрицательных всех забили, главного отрицательного героя замордовали и прикончили. Ну а Тайлер Рейк и его подруга садятся в швейцарскую тюрьму. И вроде как бы все, кино заканчивается, но опять негр, который был в начале, вернее, в середине фильма, сидит на краю какого-то оврага, к нему привозят Тайлера Рейка, и он говорит: давай так, я тебя отмазываю от тюрьмы, но ты будешь работать не меня. Тот: не, нифига, я работаю только в команде, а команда в тюрьме. Я, говорит, знал, что ты так скажешь, поэтому команда тоже подъехала. Подъезжает машина, из нее подругу Рейка выпускает. Ну и все остальное, скорее всего, будет в 3-й части. Кино из раздела «Не надо ни о чем думать, а просто смотри». Стрельба, беготня, пальба, взрывы. Из уровня так оно не может быть, но оно так показано. В трейлере был момент, главный герой стоит на паровозе и стреляет по впереди летящему вертолету. Вертолет сбивается и падает на рельсы. Да, согласен, вертолет маленький, но паровоз просто пучком снега окинул, и все. Я не специалист по вертолетам, не специалист по паровозам, но если бы в метрах так примерно в 20 от быстро едущего поезда упал быстро летящий вертолет, то поезд, на мой взгляд, скорее всего, с рельс сошел бы. Но не просто пучок снега, и все едут дальше. И вот из таких моментов
и весь фильм. Главный герой первую часть фильма ходит, нога была сломана в специальной затяжке, рука на перевязи. Ну вот он узнает то, что надо ехать в Грузию, и там расстреливать всю мафию. Сразу снимает все эти повязки, бинты, берет топор, начинает колоть дрова, и вот смотрите, да, у меня рука заболела. Ну ничего, еще 20 дров раскалю тупым деревянным таким большим колуном. И все нормально, там бицепсы с трицепсами вырастут, и здоровье наладится, буду прям молодец. Стоит посмотреть. Но если любите боевики со стрельбой, пальбой, то можно посмотреть. Актеры, ну, всех знаменитостей показали в трейлере. Ну, если не всех, эту Ольгу, как ее, Куриленко, украинскую звезду, которая, ну, в Макс Пейне еще снималась, играет бывшую звезду Тейлора Рейка. В целом кино смотрится достаточно быстро, нормально, никаких там, я не знаю, проблем с просмотром нет. Ну, как я сказал, если вам нравятся боевики, смотрите. Ну, а тем временем стрим подошел к концу. Сегодня у нас что? Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Следующий стрим. Смотрите за событиями, присылайте их мне, и в следующем стриме обсудим. Ну и все. Всем пока. Итак, почти час сегодня проболтали. Все. Всем счастливо.